Привет, друзья! Приветствую всех на канале Гаджетоман. Сегодня с вами Михаил. Я буду рассказывать вам о абсолютной новинке среди портативных переносных радиостанций. Сегодня на обзоре у нас рация Baofeng, модель A58S. Новинка в Украине, новинка в мире. Даже еще, по-моему, на том же Алиэкспрессе ее нет. И тем не менее я могу похвастаться тем, что я, можно сказать, из первых держу эту модель в руках. И хочу сделать обзор о ней. Вот если кого-то спросить, посоветуй хорошую практичную радиостанцию. Естественно, тот скажет, Baofeng 5R. Это модель, которая у нас уже на рынке, наверное, больше 10 лет, и ее знают все. От мала до велика, как самую популярную, не только в Украине, но и вообще во всем мире. Самую популярную и с высоким отношением цена-качество. Эта рация практически заслужила свое доверие и среди воинских частей, и среди полиции, и пожарников. То есть, кто ее только не использует, я даже не могу перечислить это все количество. Вот. Это такая самая популярная, самая ходовая. Она, во-первых, сейчас она стоит вообще копейки. Вот. И за эти деньги практически ничего такого толкового не найдешь. То есть те же 5 ватт, но и дальность на открытой местности где-то до 8 километров. За эти деньги фактически найти что-нибудь похожее абсолютно нереально. Казалось бы, этот лидер, который уже продается и продается и продается тысячами от компании Baofeng, вот, что можно ему сопоставить, какую модель сопоставить, такая, что была при том же уровне качества, при том же функционале, надежности, что можно ему противопоставить. Вот. Как есть у Baofeng еще аналоги водозащищенные, цифровые, но мы не будем смотреть эти другие модели. Мы сегодня посмотрим вот именно по тем параметрам модель, которая крайне близко по тем же параметрам с 5R находится и в том же ценовом диапазоне. И попробуем выяснить, что лучше все-таки 5R или вот эта новая новинка. Значит, я сразу могу сказать, что я вот протестил несколько дней эту новую радиостанцию, и она мне реально зашла. Я думаю, она зайдет и вам. Почему? Потому что. И вот этих потому что будет здесь идти целый ряд. Во-первых, смотрите. Во-первых, она, как мне кажется, она удобнее лежит в руке. Она не такая широкая, то есть она плюс-минус, как 5R, но 5R, вы знаете, это такой кирпичик, классика. Здесь же она немножко вытянутая, она больше имеет склонность к модели UV82, если вы знаете, такая есть у Baofeng. Почти похожие черты. И примерные черты, как у водонепроницаемой модели T57. Что можно сказать о A58S? Я ее вот протестировал несколько дней, уже кручу, верчу в руках. Значит, опыт у меня, сразу скажу, если вы смотрите мои видео, вы должны знать, опыт с радиостанцией у меня есть. Как бы перепробовал множество разных, смотрел под себя вариантов для похода, для отдыха, на даче, где-то пользовался и за границей, когда куда-то ехали караванингом, плюс потом за границей в Европе без проблем всегда со мной радиостанция портативная, конечно же, Baofeng. Вот A58 я смотрю сразу, что она, во-первых, по сравнению с классикой, она более удобно лежит в руке тем, что имеет вот такие вот закругленные, я бы сказал, закругленные, не закругленные, но какие-то подшлифованные углы. То есть она фактически не кирпичик как 5R, но она более обтекаемая. И вот за счет вот этого вот она в руке, видите, достаточно удобно сидит. То есть она достаточно удобно сидит в руке, ее можно вот так сжать, обычной рукой вот полностью помещаются в ладони. Вторая фишка, я сразу обратил внимание, это
более массивный корпус. Вот, причем без потери веса, вот примерно тот же вес, что и классика, там 5R тот же, да, с которой я сравниваю. Она имеет более массивный корпус. То есть я так подозреваю, что если она где-то упадет, та же защита вот динамиков, защита динамика вот такая, покрыта еще специальной какие-то специальные риски, которые, вот знаете, если она упадет плашмя, то она, по крайней мере, даже не попадет дисплеем на какие-то на какой-то выступ, потому что вот здесь вот есть специальные такие рифленые три рифленых, я не знаю, как это назвать, но какие-то 3 рифленые такие полоски выступающие. Так, теперь явно налицо более сильная влагозащищенность по сравнению с классическими радиостанциями, потому что, во-первых, все, естественно, тут до мелочей закрыто резинками, так. Аккумулятор отстегивается по-другому. Вот аккумулятор, он отстегивается как в Т-57. Пишут емкость 2800, но крайне сомневаюсь, что здесь есть 2800. Скорее всего, здесь так же, как в 5R 1800. Вот с задней стороны, если вы обратите внимание, вот этот вот, видите, утоплены контакты аккумулятора, они утоптаны, и вокруг идет резинка. То есть, если станция упадет в воду, или, по крайней мере, какой-то будет волна накроет, я так понимаю, что выдержит она гораздо дольше, потому что, самое главное, это, естественно, закрыть, первым делом защитить питание от попадания воды. Кроме того, значит, я обратил внимание, что здесь достаточно более качественный динамик. Вот если взять тоже радио, то звучит оно, я вам скажу, не хуже, чем какой-то iPhone вот с динамика. То есть качество очень хорошее сделали по сравнению с этим. Подсветка, кстати, клавиатуры, вот если его включить, то она, если... Блин, это радио, надо его сейчас отключить. Если раньше подсветка клавиатуры, было там 2 или 3 светодиода, да, и они так вот стояли, видно, что какие-то цифры горят, какие-то не горят. То есть оно все подсвечивалось, но крайне малым количеством светодиодов. Здесь я смотрю, что подсветка идет равномерная, и все цифры абсолютно одинаково светятся и классно очень выглядят в темноте. Вот. Качелька теперь вместо клавиш вверх-вниз теперь сделана качелька. Вот. На фонарик поставили какую-то другую линзу. Фонарик светит так себе, если честно. Фонарик светит не очень, я вам скажу. Вот, мы же покупаем радиостанцию не из-за фонарика, а все-таки для работы. Теперь эта радиостанция она появилась трехдиапазонной. Правда, зачем 200 МГц диапазон, я, честно говоря, слабо представляю. То есть, здесь у нее 3 диапазона. Теперь это от 136 до 174, потом от 200 до, по-моему, 280, если я не ошибаюсь. Я таки ошибаюсь. До 250, кстати, кто-то до 150 уже сидит. Как бы диапазон-то и не пользуется, но кто-то уже на нем сидит, может быть, какая-то помеха. Вот, так что это такой беглый взгляд, беглый не беглый, я уже неделю пользуюсь. Вот такой вот взгляд на эту радиостанцию. Вот эта вот защелочка, кстати, которая держит аккумулятор, видите, тут уже сделано совершенно другой принцип крепления аккумулятора.
Если 5R там вставлялось вот таким образом, да, в водонепроницаемых там Т-57, А-58 вставлялась, как она вставлялась? Вот так вот вставлялась, да, так вот защелкивалась. Здесь она вставляется сначала низ, и потом уже закрывается это. То есть мне кажется, что вот при таком именно способе закрытия аккумулятора будет гораздо дольше держаться вот этот крючок, который держит аккумулятор. Вот очень многие жалуются, что из-за этого вот ломается этот крючок, когда долго используешь радиостанцию, туда-сюда этот аккумулятор, и этот крючок со временем ломается. Здесь немножко другая система. Здесь этот крючок не опускается, поднимается, он едет вверх-вниз. Гарнитура остается, и программирование остается таким же стандартным кенвудовским кабелем, как кенвудовский разъем. Еще одна из фишек этой радиостанции. Что я уже забыл, что я хотел сказать. Еще одна из интересных фишек этой радиостанции, это заявлено в инструкции, то, что можно клонировать с одной радиостанции все настройки, все параметры на другие подобные модели. Это, честно говоря, впервые. Я пока столкнулся в Baofeng с этой системой. То есть описано, что можно подключить специальным кабелем две радиостанции, соединить. На этой выбирается меню, кстати, новое меню получилось, клонирование, подпункт клонирования. И вот этот клонированием вы можете перенести все настройки, каналы, частоты, параметры на другие подобные модели. Это, кстати, очень удобная фишка, потому что раньше требовалось там открывать программу для программирования, типа того же чирпа, да, либо стандартную баофенговскую, списывать данные с одной радиостанции и потом переписывать это все в новые, особенно когда много этих радиостанций, но это, конечно, занимает время списать, переписать. Здесь же, как уверяют разработчики, достаточно просто включить режим клонирования, соединить кабелем, и все данные переносятся на другую такую же радиостанцию. Это супер просто функция, но пока я, честно говоря, я не видел, что это за кабель и где его взять, собственно, для клонирования. Вот. Как он из себя выглядит, то есть, если это просто соединение вход-выход, что это за кабель, как он выглядит, я пока понятия не имею, но, наверное, со временем что-то уже появится, потому что модель новая, еще не все ее знают, и, скорее всего, что на подходе и соответствующий кабель. Если вы уже с этим сталкивались, либо слышали, какой кабель, какая к этой радиостанции, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях к этому видео. Вот. Итак, резюмируя, что, собственно, кардинально понравилось и что, надеюсь, понравится вам. Во-первых, это вот именно более массивность этой радиостанции. То есть, я считаю, что это защита хорошая защита от падений, от ударов. При этом не пострадал вес. То есть, она весит практически так же, как классические Baofeng, но те же 5R модель. Но она более вот чувствуется в руках, что корпус очень плотный. Он и хорошо в руке сидит, и в то же время он очень плотный. Даже если вот снять под аккумулятором, толщина корпуса, видно, что такой достаточно прочный сделан корпус. Шасси тоже также осталось алюминиевое. Все-таки, я так понимаю, здесь есть намек на какую-то водозащищенность. Я не говорю, что это сильно водозащищенное. Вот, проверять не хочу. Если вы хотите, чтобы я ее реально окунул в воду, пишите в комментариях. Я попробую все-таки устроить этот заплыв специально для вас. Вот. Но чувствуется, что более водозащищенная, чем классические радиостанции. Мощность 5 Вт.
хотя пишут 8, но реально я пробовал, замерил тестером, там реально 8, реально, извините, 5 ватт. Вот, такой вот беглый взгляд. В целом, радиостанция мне очень понравилась. Как для повседневного пользования и где-то прицепить, не боясь ударить что-то, где-то уронить. Я думаю, это самый лучший пока вариант из баофенгов, тем более за такие деньги. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Возможно, у вас есть свои соображения, либо вы сталкивались с подобным, либо есть вопросы. Пишите комментарии. Кому бы понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще будет много-много всего интересного. Всем пока!